Всем привет! Продолжаем сегодняшнее чтение. Сегодня чтение Ральфа Блюма. Чтение с комментариями Ральфа Блюма, книга Рун. 17-й выпуск. И сегодня мы с вами разберем первый вопрос из такого цикла небольшого внутри книги. Профиль судьбы. И первый вопрос: какова моя натура? Также напомню, что завтра планируется 18:00 продолжение. Так сразу напоминаю и в конце напомню. Безусловно, книга увлекательная. Я взял формат полчаса, потому что она насыщена, она плотна. Она требует такого, знаете, переосмысления. Подумать, поразмышлять, может даже попрактиковать. По-прежнему я приглашаю, не устану приглашать тех, кто смотрит записи, будет смотреть это видео. Приглашаю вас на обучение на курс рунической биоэнергетики. Условия и все, что нужно для начала обучения, в описании. Если есть дополнительные вопросы, тоже пишите. Есть на канале ссылка на почту. В общем, если захотите сильно, то меня найдете. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы относительно обучения. Ну, мы начнем без каких-либо лишних и длительных предисловий. Какова моя натура? Вопрос, который мы задаем себе. Задавая вопрос о том, какова ваша натура, вы сосредотачиваетесь на материальной причине не своего существования, на материальной причине своего существования, на возможностях, с которыми вы родились. Поскольку ваша натура в целом является собой созвездие возможностей, поскольку она окружена и ограничена многочисленными невозможностями. Вот Ральф Блюм изначально акцентирует внимание, что прежде чем видеть свои возможности, нужно увидеть свои ограничения. Потому что именно за ограничениями, которые мы ставим, находятся все наши возможности. Потому что когда мы говорим, было бы хорошо, чтобы случилось то-то и то-то, то мы говорим, это не может быть. Как правило, даже кому-то говорить не надо, мы сами себе говорим, это невозможно. Это не может быть, ты фантазер или еще что-то. Чуть-чуть прервалось соединение, но восстановилось. Поэтому вы ничего не пропустили. Поэтому рассматривая, Алиса, привет, рассматривая в первую очередь вопрос, какова моя натура, в первую очередь нужно определить свои ограничения, прежде чем находить возможности. Поэтому, вот как бы в таком ракурсе. Как это делается? Вот тут как раз и нам помогают руны. Мы-то, собственно говоря, для чего мы взяли этот расклад? Делать для того, чтобы увидеть, какие у нас есть возможности, какие у нас ограничения нашей натуры. Начните с рассмотрения сегодня связь так нестабильна немножко, но будем верить, что все пройдет нормально. Начните с рассмотрения своих ограничений. Вы имеете конкретное происхождение, вы шли по жизни своим собственным путем, у вас проблемы с сердцем, вы не можете иметь детей, но это все как бы например. Неважно по какой именно причине, как только вы уясните себе всю совокупность своих ограничений,
вам станет очевидно, что ваши вами же созданные разнообразные представления о вас самих не подкреплены реалиями вашей жизни. Я в таких случаях рекомендую проводить небольшую практику. Ну, например, лист бумаги, разделенный на две части. В левой стороне вы пишете, например, «Мои возможности» и пишете, какие у вас есть возможности. Или, например, вы можете написать, что бы вы хотели реализовать в своей жизни. Ну, например, просто. Ставите, что бы вы хотели, и потом пишите, какие ограничения у вас есть для реализации. Вопрос в том, что зачастую мы не получаем только в силу того, что мы как бы видим это невозможным. То есть нету денег, нету там еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Мы теряем веру в силу того, что нам или сказали, или мы видим то, что нас окружает. Тем самым мы ставим барьеры для реализации. Но в том-то и дело, что по нашей судьбе, по нашему вирду, то, что нам предназначено, оно придет только в том случае, если мы действительно посчитаем, что это возможно, что это реально. Поэтому, если какие-то ограничения в нашей жизни, есть поставленные только нами самими. Вопрос другой, что человеческая натура хочет получить это как можно быстрее, то есть прямо сейчас. И зачастую, прежде чем достичь каких-то определенных моментов, нужно пройти какие-то определенные этапы. Так получается, что мы не всегда понимаем, какие нам нужно шажочки сделать на пути того, чтобы прийти к этому. Но эти шажочки всегда, они не связаны с какими-то материальными решениями или какими-то прохождениями. Это в первую очередь связь идет духовная, то есть насколько мы меняемся духовно, насколько мы становимся осознанными, насколько мы понимаем окружение мира, насколько мы непредвзято судим других и непредвзято судим себя. То есть в первую очередь это ограничение, это самое первое, это предвзятость. Это когда мы, ограничивая себя, пытаемся ограничить и других. То есть если мы считаем, что мы в чем-то не способны, то мы ставим ограничения другим. Ну, даже такой пример, когда мы критикуем кого-то за то, что он что-то делает, например, но тут же возникает вопрос, а что ты сделал в этом направлении, чтобы действительно критиковать? Вот иногда пишут комментарии люди, которые не понимают или не хотят понять то, о чем я говорю. И они, ерничают, иронизируют. Я это чувствую, вижу, тут много не надо. Мне-то, в общем-то, все равно. Но вопрос другой. Я вот хочу задать вопрос. Покажи мне, чего ты достиг. Вот тему возьмем, любую тему, например, в магии. Покажи свое развитие, покажи, где ты достиг каких-то высот, ты прошел какой-то труд, у тебя есть какие-то знания. То есть ты видишь как-то позицию по-другому, у тебя есть там собранный материал, на основе которого ты там прочитал много чего понял. И ты говоришь другому, что он там в чем-то не прав. Вот здесь уже может получиться дискуссия, потому что есть определенные позиции, которые не доказывают правоту друг друга, а обмениваются информацией. А когда просто, да ты там не прав, да там еще что-то, это ничего не значит, это ноль. Это не определяет стремление. Поэтому я скажу больше даже, если человек занят каким-то исследованием, то ему некогда бегать и критиковать других. Он не пишет критику, он, скорее всего, или принимает информацию, или делится этой информацией. Все остальное это игры разума, знаете, вот где-то так. Вот вам пример по поводу ограничений или ограниченности. Насколько ваша натура, насколько ваша натура ограничена тем, чего вы не можете сделать, или
кем вы не можете быть. Настолько же она своеобразна в силу ваших индивидуальных возможностей. Вопрос в другом, что мы иногда смотрим на других людей, пытаясь примерить ихнюю шкуру или ихний род деятельности на себя. То есть мы хотим быть похожи на кого-то. Ну, как бы. На самом деле у каждого из нас есть индивидуальная возможность или скрытый талант, который может привести на отдельный путь, на отдельную реализацию. И не нужно смотреть на или брать пример с кого-то другого. Нужно найти свое внутреннее, где есть твой талант, где есть твоя сила, где есть твое понимание и знание. И уже можно, конечно, учиться у других, но не подражая им, не пытаться стать им кем-то другим. Вот это самое главное. В процессе осознания своеобразия присущих вам ограничений и возможностей, ваше видение себя будет становиться все более простым и недвусмысленным. Почему простым и недвусмысленным? Потому что, как правило, сам вопрос это мало кто себе задает. Более того, когда в большинстве случаев мы начинаем разбираться в своих ограничениях, то мы понимаем, что мы больше усложняем сами же свою жизнь. То есть идет некое такое усложнение, некое такое, знаете, не просто усложнение, а замысловатость. Вот в чем вопрос. А чем чаще и чем больше мы задаем себе этот вопрос и ищем ответы, в чем мы ограничены и где наши возможности, идеальные возможности для нашей жизни, то тем более мы видим это все простым и недвусмысленным. Становится как бы на место и ясно, что происходит и куда идти. В результате такого рода упрощения вы накапливаете силу для работы со своей натурой, потому что усложнение забирает больше энергии, а значит и забирает больше сил. Если же мы упрощаем вещи, на которые нет смысла тратить энергию, то, естественно, мы накапливаем силу, и у нас больше энергии для работы со своей натурой. В результате такого рода упрощения вы накапливаете силу для работы со своей натурой, субстанцией, благодаря которой должна реализовываться ваша судьба. Вообще отдельно по судьбе. Наш вирт в определенном смысле предначерчен нормами, да? То есть он где-то проложен. Но узор в эту жизнь вносим мы. То есть у нас есть какие-то определенные линии судьбы, по которым нам необходимо пройти для обретения мудрости. Но каков это будет узор? Или это будет печальный, унылый узор? Или это будет радостный и счастливый узор? Зависит сугубо от нас. Поэтому, проходя по своей жизни, мы одинаково, как говорил Кастанеда, тратим время и энергию на унылость, на апатию, на, будем говорить, депрессию, что ли. И одинаково тратим на стойкость, на радость, на такую вот спортивную злость прохождения препятствий. А препятствия, они никуда не денешься, препятствия нас учат. Поэтому порой бывает сложно, но тем не менее. Пример толкования. Перевернутая руна Эвос, руна движения, прогресса. В перевернутом положении эта руна указывает на препятствие движению. Я руну Эвос трактую как движение внимания. Или есть такой кастанедовский термин точка сборки. То есть движение точки сборки или нашего внимания относительно тех или иных моментов. Или наше внимание залипает, или оно подвижно. В чем особенность подвижности внимания? Подвижность внимания дает возможность замечать то, что у залипшего внимания отсутствует изначально.
Потому что когда мы залипаем на какую-то одну проблему и не видим других вариантов, мы не видим даже решения, мы не можем даже получить ответ относительно этого, то, естественно, возникают вопросы, естественно, возникают какие-то непонятности, возникают какие-то, сложности, я бы даже сказал, именно только потому, что наше внимание залипло. А теперь представьте, когда наше внимание подвижно, когда мы смотрим на проблему и смотрим на то, что окружает нас, для того, чтобы решить эту проблему. То есть внимание подвижное – это важно для мага, да и, в общем-то, для любого осознанного человека. Тогда будет и движение в жизни, когда будет подвижность внимания. В перевернутом положении эта руна указывает на препятствие движению. Скорее всего, не препятствию движению, что кто-то. У нас, знаете, есть такая вот, у большинства людей обвинять кого-то, что кто-то препятствует, где-то кто-то ставит палки в колеса или что-то делает нам, из-за чего мы такие неуспешные. На самом деле, в большинстве случаев препятствия создаем мы сами. То есть мы сами тормоза своей же жизни. Она свидетельствует о затруднении, которые вы испытываете в процессе осознания того, что для вашей натуры своевременно, а что нет. Она свидетельствует о затруднении, которое вы испытываете в процессе осознания того, что для вашей натуры своевременно, а что нет. В первую очередь, работа над собой ради укрепления вашей связи с Божественным. Когда эта связь станет достаточно прочной, вы поймете, что именно требует совершенствования. На смену ощущению, будто вам что-то упущено, придет желание действовать не ранее, чем наступит момент, когда действие ваше окажется своевременным. Зачастую, когда мы создаем трансляцию каких-то своих стремлений, мечтаний, желаний, мы упускаем такой момент, что для того, чтобы это желание сформировалось в материю или реализовывалось, нужно какое-то время. Потому что ничто не происходит мгновенно. Это капризность нашего духа, который пришел из иных сфер, где реализация происходит по первому же проявлению мысли формы. Здесь, в Мидгарде, на планете Земля, это происходит с задержкой. Почему это происходит с задержкой? Это происходит с задержкой по той простой причине, что нам дается шанс передумать, переделать, переиначить. И вот, внимание, вопрос. Если в процессе, удерживая одну и ту же цель, мы не меняем свое направление, мы не меняем образ, мы не меняем видение, мы не меняем свою цель, не сбивается прицел, мы по-прежнему видим возможность и все больше и больше приближаясь к этому, мы реализуем любую мечту. Все мечты сбываются. Во всем мы можем быть реализованы. Важно быть стойким в этом. Даже тогда, когда происходит препятствие, эти препятствия, наоборот, должны закалить нашу мечту. Они, наоборот, должны выкристаллизовать, сделать ее еще более ценной. Тогда она будет для нас действительно настоящей. Потому что мечта, которая вы стремитесь, а потом меняете свои мечтания или отступаете, ставя те же самые ограничения, то значит вам это не надо, это не главная ваша мечта. Главная мечта — это когда вы страстно мечтаете, страстно желаете и постоянно нацелены на эту мечту продвижения. Вы ищете любые какие-то препятствия, что мешает, где я ограничиваюсь, путь ищете реализации и так далее и тому подобное. То есть в каком направлении? Тогда эта мечта обязательно сбывается. Это очень тяжело, это легко говорить, чем легко прожить. Но, знаете, если посмотреть на примеры других людей, когда они свои мечты реализовывали,
Кто-то сегодня со связью второй раз обрывает, но я как бы наловчился не прерывать эфир, поэтому сейчас вроде бы она стабилизировалась, наша связь, и мы можем продолжить где-то так. Поэтому я так начал с таким пылом. Давайте прочитаем дальше. Смысл, в общем-то, понятен, да? В первую очередь, работа над собой ради укрепления вашей связи с Божественным. Это мы прочитали. Требует совершенствования. На смену ощущения, вам что-то упущено, придет желание действовать не ранее, чем наступит момент, когда действие ваше окажется своевременным. То есть все приходит вовремя. Однако, если вы будете продолжать ломиться вперед, или, в общем-то, мешать, или вставить палки в колеса своему же намерению, своему же желанию, не обеспечив себя поддержкой, то есть стойкостью, да, поддержкой и стойкостью, ваша натура восстанет против всякого вашего несвоевременного действия, поскольку невозможно ни обмануть судьбу, ни манипулировать ею. То есть то, что нужно пройти, мы пройдем, но важно, как мы вплетем в эту линию судьбы, в эти нити судьбы, плетем узор. Какой он? Вот это уже зависит полностью от нас. Есть старая поговорка: чему быть, того не миновать. Или, как говорит руна Эвос, все прочее происходит согласно тому, как я возделываю свою натуру. То есть наша натура является тем нашим некой нашей субстанцией, да, относительно которой мы должны какие-то вещи преодолевать. Вот перевернутая руна Эвос в данном толковании, примере толкования, она говорит, что натура должна преодолеть препятствия. И эти препятствия, они связаны больше всего с теми ограничениями или теми фразами «это невозможно», или «это не может быть», или «врачи приговорили, что я скоро умру», или «врачи приговорили к бесплодию», или кто-то говорит «вы никогда не будете богаты или обеспечены». Это все те ограничения, которые мы можем или принимать, или не принимать от других. Это те ограничения, которые мы можем ставить себе. Вот где-то так. В принципе, на сегодня мы закончили. У нас получилось немножко раньше. Получается, какой-то выпуск быстрее, какой-то выпуск медленней. Поэтому на сегодня мы, наверное, все. Завтра у нас будет «Зачем я родился» в 18:00. По-прежнему я приглашаю вас подписаться на канал. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, все уведомления. Приходите на обучение. Условия в описании. Всего доброго вам. До завтра. До встречи. Всех благ.